Всем привет, кто любит пчел. Вопрос животрепещущий на сегодняшний день, а именно, когда кормить пчел. Так вот, пишет книжка, некоторые книжки пишут, кормить там, до 25 августа, другие книжки пишут до 5 сентября, третьи книжки пишут кормить до 15 сентября, а некоторые утверждают до октября месяца, до 10 октября. Так вот, кому верить и как поступить правильно. Так вот, скажу я свое мнение по этому поводу. Значит, пчел нужно кормить уже после того, как вы их сократили. Чтобы не получилось так, что вы им дадите сироп, они его разольют по всему улью, а потом будет этот сироп стаскивать со всех рамок в гнездо. Потому что все это дело не бесплатное. Когда они тянут сироп с одной рамки в другую, это минус 20% количеству меда. Если там был килограмм, они перетянули, осталось только 800 грамм. А 200 грамм ушло на прокорм, то есть на рабочих пчел, которые перетягивали этот мед. Так что все это дело не бесплатное. Поэтому осенью желательно во избежание истощения запасов корма как можно меньше перетягивать корм из рамки в рамку. А это можно обеспечить только тогда, когда вы уже сократили гнездо. Из этого следует, что гнездо вы будете сокращать тогда, когда матки уже будут снижать яйцекладку. То есть матки пойдут на спад. Потому что когда у маток после медосбора есть такой период, целый месяц, когда у них максимальная яйцекладка, как весной, они забивают буквально расплодом все рамки, которые есть свободные в улье от меда. И вот за этим надо следить. Вот чтобы не получилось как тут. Все залито медом, был пятачок маленький, пустой, и матка в этот пятачок заложила расплод. А пчелы все залили медом. И здесь, с этой стороны, тоже самое. Пятачок, а все остальное пчелы залили медом. За этим надо следить. Закончил цвести подсолнух или там медонос, который у вас есть, сразу после его окончания цветения открываете улей и сразу даете мамке рамки под засев. Маточник какой-то висит. Вы что, сдурели? Не, это мисочка. Ну, пчелы склонны роиться после медосбора. Опять та же ситуация. Вся рамка залита медом и кое-где есть расплод. Ну, вот такая ситуация, она практически всегда после медосбора в ульях, лежаках наблюдается. И вот эту ситуацию надо исправлять. Так вот, продолжаем дальше о кормлении. Соответственно, сокращать вы будете тогда, когда матки будут сокращать яйцекладку. Сокращать яйцекладку они уже будут, начиная где-то, в нашей местности, ближе к сентябрю месяцу. Обычно они у нас сокращают яйцекладку где-то 25, 20, 30 августа. Но вот эти года, они у нас засушливые, сильная, теплая у нас осень, поэтому матки яйцекладку не стремятся сократить, а вот сеют полным ходом. Рамка вся забита яйцами, где только свободное место, все забито яйцами. По маткам сразу видно, сокращают они яйцекладку или нет. Сейчас видно, что на пасеке практически все матки стремятся ложить яйца, то есть они оборотов пока еще не сбавляют. Раз они не сбавляют оборотов, значит сокращать их рано. Раз рано сокращать, значит рано их и кормить. А когда же их правильно тогда кормить? Ну, конечно, это зависит от того, опять та же ситуация. Все залито медом, пятачок расплода. Как вы содержите пчел? Ну, при классической, скажем так, схеме содержания пчел, закорм начинается тогда, когда выходит последний расплод. Вот матки перестали сеять. Были яйца, выходит последний печатный массовый расплод, освобождаются от расплода ячейки и начинаете кормить. Пчелы, когда получают много сиропов, заливают все ячейки свободные медом. Матке некуда класть яйца, но она их уже и не ложит, потому что яйцекладку матки прекращают. И вот как раз время для закорма пчел сиропом. Матки прекратили яйцекладку, выходит последний расплод. Как такая ситуация сложилась в улье, сразу начинаем кормить. Ну, есть, конечно, другие схемы содержания пчел. То там люди, конечно, кормят по-другому.
ну, я сказал, классический случай. Можно, конечно, ориентироваться на календарные даты, так как пишет книжка. Но каждый год он вносит свои коррективы, поэтому от той книжной нормы можно понемножечку отступать. Вот рамка с расплодом, она бедненько перескочила аж через рамки с медом и побежала в дальний угол улья откладывать расплод, потому что тут ей не было места. И не забываем расплод напротив летка, иначе воровство и все, и гибель семьи. Вот так вот матка стремится сейчас откладывать яйца. Здесь пчелы после сильного взятка все залили медом. Она, где было место, засеяла яйцами. Здесь стояли рамки с медом. Она их перескочила и побежала в пустое место улья откладывать расплод. И вот он наш расплод теперь идет. Потому что матки стремятся отложить как можно больше расплода после медосбора. Потому что это вопрос выживаемости семьи. По-другому быть не может. И если вы преждевременно закормите пчел, значит вы заберете у матки место под яйцекладку. Этого делать не надо. Конечно, потом можно дать суши матки, чтобы она туда откладывала яйца. Но дело в том, что потом надо опять отдать 20% на то, чтобы пчелы перенесли этот сироп в гнездо. То есть вы сознательно пойдете на перерасход сиропа и заставите пчел делать лишнюю работу. Хотя, конечно, есть такие методы содержания, допустим, как финский или германский, то там так и делают. Забирают весь мед и потом пчел прессуют, скажем так, этим сиропом. Притом еще умудряется отстроить новое гнездо на этом самом сиропе. Поэтому тут кто как хочет, так и пчеловодит. Единого, скажем так, значения в этом деле нет. Но я лично делаю вот так. Я сиропом не кормлю до того времени, пока матки не начнут сбрасывать яйцекладку и не начнут из рамок выходить последний расплод. Тоже есть расплод и полно меда. Меда у меня в семьях хватает. То есть там сильно кормить мне не придется. Меда у них выше крыши, у них меда есть. Даже можно немножко у них и забрать этого самого меда. Но я не жадный. Пусть он им остается на зиму. Меньше будет у меня расход сахара. Ну а с этой стороны уже я поставлю рамки, которые никому не надо. Полупустые, полудостроенные. Ну, чтобы их моль сильно не ела, поставлю сюда на эту сторону, пчелы будут их охранять. Вот такие вот сроки закормки. Использую лично я. Ну, какие будете использовать вы, напишите мне в комментариях, как вы делаете. Мне будет интересно почитать. Ну, конечно, закорм пчел сиропом должен быть связан с прогнозом гидромедцентра. Надо смотреть, что прогнозирует. Чтобы не получилось так, что будете кормить пчел тогда, когда наступят уже заморозки. То есть опоздаете. Это еще хуже, чем их просто не кормить. Поэтому внимательно следим за прогнозом погоды на ближайшее время, на ближайшие дней 20. И смотрим, что у нас там предвидится. Если заморозки, значит немедленно кормим пчел. Потому что им надо еще время, чтобы этот сироп переработать. Если заморозков не предвидится в ближайшее время, ну то в принципе можно и не спешить. Можно делать только побуждающие подкормки, если в природе ничего нет. Потому что излишние побуждающие подкормки тоже плохо. Вот такое вот было сегодня видео. Пишем в комментариях, кто что думает по этому поводу. Ставим лайки и не забываем подписываться на моих прекраснейших пчелок.